Соевый соус – это не только обязательное дополнение к роллам, но и важнейший ингредиент, который помог азиатской кухне завоевать любовь и почитание гурманов. Соевый соус появился в Китае в 8 веке до нашей эры. Позже он распространился на территорию Восточной и Юго-Восточной Азии, затем перешел в Европу. В Древнем Китае особой популярностью пользовалась ферментированная рыба с гарниром из соевых бобов. Постепенно блюда стали разводить обычной водой или другими жидкостями, чтобы сэкономить и увеличить объем порции. Благодаря таким экспериментам блюдо трансформировалось в соевый соус. В XVIII веке Европа заполучила не просто соевый продукт, а безграничное поле для кулинарной деятельности. Соусом заменяют соль, на его основе готовят маринады для мясных, рыбных и овощных блюд. Соевый соус создается по методу медленной ферментации. Из всего 5 ингредиентов соевых бобов, воды, пшеницы, морской соли и закваски. Процесс начинается с загрузки соевых бобов в так называемый проверочный котел. Соевые бобы 2 раза тщательно промываются, и котел наполняется водой. Потом крышка закрывается, и они варятся в нем 4 часа. В это время пшеница 25 минут поджаривается в кастрюле, затем поджаренная пшеница поступает на мельницу. Стальные валы мельницы размазывают зерно на несколько частей. Благодаря этому во время процесса ферментации закваска легче проникнет в пшеницу. Когда соевые бобы готовы, их вытаскивают из котла и раскладывают в большие подносы для охлаждения. Бобы охлаждаются до 33 градусов Цельсия, и пора добавлять пшеницу. Когда все тщательно перемешано, добавляется закваска. И опять все, и еще раз перемешивается. Главное в процессе приготовления – это пропорции. Чтобы активизировать закваску, смесь перемещается в неглубокие ящики, которые на 48 часов ставятся один на другой в контролируемом инкубационном помещении. Тепло поднимается вверх, поэтому ящики переставляются на нижние полки, чтобы слишком высокая температура не убила дрожжи. Для следующего этапа делается солевой раствор, мелкая морская соль смешивается с водой. Чтобы соевый соус приобрел характерный вкус, в качестве емкости для ферментации используются бочки из-под вина. Морская соль растворяется в родниковой воде, и потом туда вливается смесь из соевых бобов, и получается мароми, что в переводе с японского означает «соевое пюре». Несколько минут все это перемешивается. Затем бочка плотно закрывается для процесса ферментации. В течение первых 6 недель бочка ежедневно открывается, чтобы оттуда вышли скопившиеся там газы. Благодаря этому закваска сохраняет свою активность и помогает созданию вкуса. Потом бочка открывается уже раз в неделю. Прошло 12 долгих месяцев ферментации. Соус наконец готов. Бочка открывается, и ее содержимое перемешивается в последний раз. Затем содержимое бочки выливается на муслин, лежащий в ванне пресса из нержавеющей стали. В эту ткань заворачивается вся находящаяся там смесь. Затем туда кладутся деревянные дощечки, чтобы была твердая поверхность, создавая давление в 6 тонн. Пресс толкает дощечки вниз, и вся жидкость выжимается. Это и есть соевый соус. Он выходит по шлангу, расположенному внизу бадьи, и направляется на фильтрацию и тепловую пастеризацию. Отжатые массы не выбрасывается. Теперь это корм для животных с высоким содержанием протеина. После чего соевый соус отправляется на розлив по бутылкам и упаковку.